Ребят, всем привет! Привет, мои хорошие! Привет, привет! Ага, я, как всегда, с опозданием. Как я говорю, все могу. Молчать не могу и вовремя приходить не могу. Вот. В общем, начинаем сегодняшний эфир. Я посвятила теме вопрос-ответ. Тема у нас сепарация. Вернее, не сепарация и ее последствия. И мне в течение дня накидали подписчики разных вопросов. Все, что связано с детско-родительскими отношениями, что такое взросление, что такое отделение и к чему это приводит, если я все-таки не взрослею и не отделяюсь. Погнали. Я сейчас буду читать вам вопросы и отвечать на них. Если у вас возникают вопросы, вы сигналите, пишите их. Я их также обрабатываю. Сейчас. Погнали, мои хорошие. Первый вопрос. Чувствую себя ненужной мужу. Это о чем? Его Величество, отсутствие сепарации. Смотрите, люди, которые не сепарированные, не отдельные, то есть люди, которые не прошли свое взросление и где-то застряли в детских дефицитах. Вот эти ребятки, они очень часто используют слово «нужен». Вот сейчас возникнет вопрос, а что же такое дефициты, что же такое сепарация, что же такое отделение? Вот смотрите, мы пока маленькие, до 18 лет мы живем в системе наших родителей. И там наши родители создают правила, создают свои условия, и наша задача их придерживаться, их слушаться, потому что в это время мы еще, малыши, несмышленыши. Ну и, собственно, это нам необходимо для того, чтобы сохранить нашу жизнь и безопасность. А когда мы дорастаем до 18 лет и старше, мозг человека дозревает, то наша задача отделиться, выйти из родительского гнезда для того, чтобы стать отдельным. Отдельным, то есть взрослым. Взрослый что делает? 3 принципа сепарации. Первое. Я умею сама себя обеспечивать. То есть я зарабатываю на себя и на своих деток. Сам или сама. Второе. Я живу отдельно. Отдельно в своей квартире, либо в съемной квартире, либо в съемной комнате, за которую я оплачиваю сам или сама. Есть такие детки, золотая молодежь, которым родители купили квартиру. На 18-летие подарили. Они говорят, да, я живу в своей квартире, я уже с 18 лет такая вот взрослая, да. Нет, милая, если на квартиру заработали и оплатили ее родители, либо если частично заплатили родители, то, соответственно, это не твоя квартира, это квартира родителей. Ты не самостоятельная и не отдельная. Сейчас кому-то это не понравится, кто-то начнет в меня кидать тухлыми помидорами. Но, опять-таки, меня не существует, я лишь голос, я лишь радио. Это придумано не мной, это было до меня, это останется после меня, я лишь передатчик информации. Следующий момент, я самостоятельно могу принимать решения. То есть у меня в голове, я не слышу постоянно вот так неправильно, так должна была, конечно, люди что подумают, а вон тетя Соня-то сейчас увидит твои сторис, вон что скажет. Бля, насосал. О, не, так нельзя, так неправильно. Короткое нельзя, это нельзя, то нельзя. И вот эти вот голоса цензора внутреннего, ограничителя, чего нельзя и как нельзя. Вот эти вот все голоса, как я должна поступать или как не должна. Как хорошо, как плохо. Как правильно, как неправильно. Если я в голове вот это вот все кручу, это о чем? О том, что у меня сепарация не пройдена. И вот те люди, которые не прошли свое взросление, они будут, как вот в этом вопросе девушки, хозяйки этого вопроса, я не чувствую себя нужной мужу. Они будут пытаться найти в другом человеке маму или папу, потому что они не отделились, они вот в теле взрослой женщины или мужчины, а маленький ребенок. Кто в каком возрасте застрял. И если я маленький, то мне нужна какая-то родительская фигура, которой я буду нужна или нужен. И вот эти вот слова «ты мне нужен» или «ты мне нужна». С одной стороны, кажется, что это,
Это эталон любви, да, они нужны друг другу, ребят. Это тоже все про созависимость. Полноценному взрослому человеку у него нет нужды, у него есть избыток. Избыток любви, избыток денег, избыток внимания, избыток желания. Он хочет и может. А человек, который вот не прошел вот эту сепарацию, не отделился по вот этим 3 фронтам, вопросы есть, пишите сразу, который не прошел вот это отделение, он будет постоянно в дефицитах. Он будет говорить: мне не хватает денег, мне не хватает любви. Кому чего не хватает, пишите. Мне не хватает времени, мне не хватает внимания моего мужа или жены. Мне не хватает, я нуждаюсь. Смотрите, ребенок, у него дефициты. А у взрослого, у сепарированного, у отдельного человека, у него избыток. И он готов давать. А ребенок говорит: мне самому мало, денег мало, любви мало, внимания мало. Я такие слова не говорю, нет. Нет. Я денег не даю. Я за девушек не плачу в ресторане. Я массаж ему делать, я ему кушать буду, говорить: не, я не готова ему. Смотрите, ребенок — это принимающая сторона. Взрослый, он дает, родитель, он только дает, ребенок только принимает, а взрослый и дает, и принимает. Вот пока мы в роли ребенка, мы хотим только брать. Мы думаем: а кому бы вот к сапогу прилепиться, чтобы в рай на его сапоге выехать? Кому бы прихихетиться, а кто меня кормить будет, а кто меня любить будет. Парни говорят: а кто мне кушать будет, варить, а кто за меня там убираться дома будет. Конечно, мне жена нужна, я нуждаюсь в жене, потому что она организует быт. Взрослый может сам. Я сейчас не призываю вас к тому, что сказать: все, никто нахер никому не всрался, да, и никто никому не нужен. Я про то, что взрослые пару создают от избытка, зрелые, дети, незрелыши, не сепаранты, от нехватки. Вот в этом суть. Итак, если девушка говорит, вопрос читаю по новой: я не чувствую себя нужной своему мужу. Милая, ты сама себя не считаешь нужной, сама себе не нужна. И ты сама от себя бежишь, ты не хочешь контакта с собой, и ты пытаешься перепоручить себя постоянно кому-то. Это метафорично могу сравнить, когда вот ты держишь свою детскую часть, своего маленького внутреннего ребенка, вот так вот за ручку ведешь, да, и подходишь к одному мужу и говоришь: эй, муж, у меня тут ребенок плачет. Муж говорит: бля, я не знаю, что с ним делать, это же твой ребенок. Ты говоришь: все, разведусь я с тобой, не даешь ты мне внимания, денег или еще чего-то. Давай ты будешь моей мужей, вот у меня ребенок плачет, сделай что-нибудь, пожалуйста. Тот говорит: ну, я не знаю, что делать. Слабак. Третий: а давай ты будешь моим мужем, у меня ребенок плачет, сделай, пожалуйста. Он нужен, хочет быть кому-то. Вот перестаньте играть вот в эту игру, когда вы перепоручаете ребенка кому-то. Начните брать ответственность за себя, и тогда вы сами себе будете нужны. И когда сами себе нужны, то это о чем? То и другие люди будут тянуться к тебе, потому что у тебя нет вот этого желания отжать, отобрать, забрать. Ну хоть что-нибудь дай, я такая липкая, душная. А у меня много. Хочешь, я с тобой поделюсь? И посмотрите, когда посыл разный, люди к тебе тянутся. Дальше, как перестать думать о бывшем? Вопрос номер 2. Бывший на то он и бывший. Потому что у вас было что-то, что вы не смогли договориться, какое-то время пытались выстраивать диалог, но у вас не получилось. Особенность в чем? Женского мозга девушка пишет. Сначала, когда мы расстаемся, мы говорим: ах ты, иди ты, и мы вспоминаем все плохое, что было от момента начала наших отношений по сегодняшний день. А когда мы расстались, вот все, мы уже пропукались, женщина начинает думать: а вдруг он изменится? А вдруг там он сейчас перестанет пить или там гулять перестанет, а вдруг работать начнет, денег зарабатывать, а потом возьмет, женится на ком-то.
И вот ей такое сокровище-то прикатит, а? И начинает придумывать себе, фантазировать, каким бы он мог быть, если бы. То есть, понимаете, это сама себе продала сказку. Вот в эту сказку сама начинает верить, и более того, в эту сказку она и сама же и влюбляется. Что в это время происходит, когда женщина накручивает себя мыслями о бывшем? На самом деле с парнями то же самое случается. Когда мы думаем о бывших, когда мы с ними постоянно поддерживаем диалог, когда мы переписываемся с бывшими, когда мы решаем общие вопросы с бывшими, когда бывший постоянно маячит, что-то пришел, забрал, или она там постоянно пишет, а у меня там кран потек, можешь починить, пожалуйста. Или вот там у кошечки лапочка болит, давай отвезем, пожалуйста. Угу. Дальше, что происходит? Общие дела, общее время, общие интересы – это клей для отношений. То есть вы фактически расстались, но вы продолжаете оставаться вместе. Вы думаете, что вы расстались, но вы до сих пор отношаетесь. Дальше, если, допустим, бывший уже давным-давно построил свою жизнь, а ты продолжаешь подглядывать за ним в замочную скважину и думать, блядь, а вот как у него там баба появилась, страшная, подружка, смотри, вон там баба у этого появилась, страшная, ноги тонкие, кривые, штаны рваные, худые, ой, фу-фу. И пока ты сидишь, подглядываешь за ним, за его фотографиями, за его соцсетями, когда бывший был в соцсети, что он там написал, что он выложил, твоя энергия продолжает туда идти. И смотрите, каждый раз, когда он что-то выкладывает, у тебя идет всплеск дофамина, новизна, и твое внимание туда. Смотрите, дофамин – это мотиватор. Если девушка говорит, как забыть бывшего, то есть не качать в его сторону дофамин. Не качать. То есть не смотреть его сторис, не следить за его новостями, чтобы дофамина, гормона, мотиватора в его сторону не было. И постепенно, когда вы переключаете свои мысли на других, на общение с другими, в отношения рано, сразу не втюхивайтесь. Но когда вы начинаете просто общаться с другими, то у вас ваше внимание перепрыгивает в других людей. То есть вы это внимание вот отсюда забрали и его вот так вот перенаправили на там 3-4 мужчин, с кем вы можете просто дружить, с кем вы можете просто общаться, с кем вы можете знакомиться. Ну и, собственно, только вот так. Первое. Убрать все, что он дарил. Отвечая на вопрос, как забыть бывшего. Первое, убрать все, что дарил. Убрать ваши общие фотографии вот перед лицом, чтобы они у вас не мелькали. Убрать общие дела, убрать общие интересы. Друзей попросить о нем не говорить. Сами тоже о нем не говорите. Не следите за его соцсетями, а еще лучше отписаться. Чтобы не было вот этого вот. А он, а как? А он. Донесла? Ну и, в общем, постепенно, когда у вас дофамина в его сторону не будет, но будет дофамин и интерес в сторону других мужчин, других дел, других интересных каких-то событий, то у вас вот эта вот привязанность, она начнет распадаться, потому что нейронные связи, которые вот здесь вот сформированы, за неимением подкрепления, они будут у вас постепенно затираться. Так вы будете забывать бывшего. Ну и вам, собственно, будет намного легче. А если сидеть и думать, а где он? Ну, блин, вы же хвост по частям вот так колбаской отрезаете себе. Только боль себе создаете. Нафиг надо. Дальше. Как научиться принимать свои неприятные качества? В тему сепарации. Смотрите, когда я не отдельная, то есть когда я не отделилась от родителей финансово, физически или психоэмоционально, 3 критерия в начале эфира говорила, то я, Диана Рафаэль, как всегда делала, говорит, ай, спасибо, дорогая, то я буду постоянно в голове крутить чужие голоса. Голоса родительских фигур. Нос у тебя круглый. Ой, губы у тебя, рот большой. А что это у тебя, отеки, что ли, пошли? Целлюлит. Неприятный качество. Характер, конечно. Кто с таким характером жить будет? То есть, смотрите, я сейчас привела пример, как человек, глядя на себя в зеркало, начинает доебываться до своих качеств каких-то. И начинает сам себя ругать, сам себя критиковать, называя, что со мной что-то не так.
Догоняете? И это о чем? О том, что я в голове своей слышу чужие голоса. Чужие, то есть тех, кто меня растил, тех, кто принимал участие в моем взращивании. А может быть, это голоса соседки или Марья Ивановна, учительница начальной школы. А может быть, Петра Игоревича, который в ВУЗе преподавал. Или первого мужа, который говорил, да кому ты нужна будешь, у тебя нос картошкой, рот лепешкой, да еще с ребенком. И посмотрите, вот девушка, которая задала вопрос, я не знаю, как она себя ругает, да? Какие качества она называет неприятными. Но это как раз про отсутствие сепарации. Когда я постоянно в голове своей слышу чужие голоса. Напишите, кто также слышит в своей голове голоса и кто себя ругает. Вот взросление, оно как раз про то, чтобы отделить вот эти чужие голоса от себя. И когда я отделяю вот это вот все чужое, я начинаю формировать свое собственное отношение к самому себе. Так вот, как научиться принимать свои неприятные качества, неприятная оценка, опять кто-то так сказал, да? А как принимать, только повзрослев и отделив чужие голоса, когда ты понимаешь, кому они принадлежат, и говоришь вот так вот, глядя в зеркало, представляешь этого человека и говоришь: иди нахуй, нахуй иди отсюда. То есть вы посылаете эти голоса подальше. Вы, конечно, сейчас поржете, да, но смысл остается прежним. Отделить чужое от себя и тем самым стать отдельно, стать взрослым. Это и есть один из критериев сепарации. Дальше, ребят. Чувство долга перед мамой. Что делать с ним? Я после вашего обучения всеми голосами управляю, договариваюсь, есть инструменты, как критика проработать. Да, дорогая, спасибо. Я вообще все эти инструменты даю у себя на перезагрузке. Совсем скоро, 22 июля, у меня стартует 27-й поток перезагрузки. Пока я еще продажи не открыла, но у вас есть до начала продаж, если вы заполняете анкету предзаписи, у вас есть шанс попасть по супер классной цене и пройти глубокую терапию за 2 месяца, которая заменяет года 3 терапии. Итак, погнали дальше. Чувство долга перед мамой. Что делать с ним? Глядите. Опять, родители – это отдающая фигура. Дети – это принимающая фигура от родителей. И когда ребенок рождается, родители отдают ему и внимание, время, заботу, деньги. Кто-то говорит, молодые годы. Смысл в том, что так работает родовая система. Наши родители приняли от своих родителей, бабушки, дедушки приняли от прабабушки и прадедушки. Вот так вот энергия рода, жизненная энергия, она течет как время из прошлого в будущее. И если девушка пишет, что есть чувство долга, мама, я тебе должна, то я к своему будущему вот так вот сажусь спиной, вот так, отворачиваюсь от своего будущего и поворачиваюсь лицом в прошлое к маме вот сюда. И энергию, время, деньги, внимание, заботу начинаю сливать в маму. Я отдаю маме долг. Вместо того, чтобы отдавать в будущее, то есть аккумулировать энергию со своим партнером в семье новой, создать свою семью и отдавать своим детям, я маме долг отдаю. Вот те, у кого чувство долга перед родителями есть, я должна родителям. Плюсик поставьте, у кого это есть. Вот эти люди, они, к сожалению, не могут строить отношения, не могут строить семью, не могут родить. У них бывают затыки с зачатием ребенка, бывают выкидыши у них бывают неразвивающиеся беременности. У них может ребенок, если родится, то ребенок слабенький может родиться. Смысл в том, что вместо того, чтобы ребенку отдавать вот это все, она отдает это маме, потому что должна маме. Поэтому, милая, что делать? Взрослеть, сепарироваться и психоэмоционально отделяться от мамы, оставив маму в покое. Мама свое приняла от своих родителей, тебе твое отдала. А теперь твоя задача принять это по роду
и передать своим деткам. Идем дальше. Как научиться себя любить? Любить – это очень широкое понятие. Я вам дам одно упражнение. Возьмите листок и напишите, что вы делаете для того, кого любите. Или для тех, кого любите. Не знаю, для мужа, для жены, для своих деток. Напишите список 1, 2, 25, 74 пункта. Что я делаю? Любить. Что делать? Глагол. Что я делаю? Какие действия для того, чтобы выражать свою любовь? И что я второй список, что я не делаю для того, чтобы выражать свою любовь. То есть я не критикую, я не ругаю, я не ору, я не настаиваю на том, что человеку не нравится. Я перестаю делать это в свою сторону. И я начинаю делать, список свой открываете, что я делаю в сторону любимых, и начинаете то же самое делать для себя. И у вас получится очень короткая формула. Как на уровне поступков начать проявлять любовь к себе. Ну а если говорить о глубине, опять не сепарированные люди, незрелые люди, которые застряли в детстве, они будут искать любовь вовне. Они будут говорить: дай мне любовь, дай, мне не хватает, я хочу, чтобы ты меня любил. Угу. А зрелые взрослые люди, они будут говорить: у меня любви много. Любовь самогенерится у них. Потому что они сами себе дают любовь, они сами себе закрывают эти дефициты, и у них внутри наполненность. Любовь, ее много, и они готовы давать. Ну и получается, что пока я не научилась любить себя, перезагрузка ТОП – самый лучший курс для своей прокачки подсознания. Рекомендую. Танюш, ты точно знаешь. Танюша, результат. Люблю, прям вот наглядеться не могу. На тебя, на Клару выше писала. Девчоночки, я на вас смотрю, я любуюсь и восхищаюсь. Спасибо вам за добрые слова. Мне знаете, как приятно на эфире, когда, или просто так, когда я просто получаю сообщение, что вот сейчас сижу, слушаю себя, да, и понимаю, насколько ты мне заложила вот эти вот фундаментальные знания. Спасибо. Я сижу, у меня слезки от умиления. Девчонки, спасибо большое. Донесла про любовь к себе. Это про то, что я научаюсь принимать себя. Любить себя – это принимать себя. И когда люди в созависимых отношениях говорят: ну я его люблю, поэтому только он мне нужен. Я вам скажу по секрету, если вы терпите созависимые отношения, терпите скотское отношение к себе, если вы терпите измены, обманы, плохое отношение, согласно, лучшее вложение в себя. Спасибо, милая Ралин, спасибо. Это о чем? О том, что если я это терплю, значит, это про любовь к себе? Нет. Если я люблю себя, я не позволяю себе быть там, где мне плохо. Если я люблю себя, я не позволяю быть с теми, с кем мне плохо. Если я люблю себя, я не позволяю себе плохого качества еду, плохого качества жизни. Я думаю, что я в рот складываю. Я думаю о том, кто в меня заходит, когда я сплю с мужчиной. Блин, это и есть любовь к себе. Думать, что в тебя попадает, какие эмоции ты перенимаешь у человека, какое его отношение к тебе. И это как раз, если меня не устраивает, я ухожу. Если мне хорошо, я с тобой снова и снова. И знаете, интересный момент, эта фраза мне очень нравится, что взрослые люди – это те, кто каждый день могут выбрать другого, но они продолжают выбирать друг друга. Каждый день мы делаем выбор. Каждый день. А люди созависимые, люди, которые в роли деток, которые не прошли отделение, не сепарированы, они будут говорить: только он мне нужен, только она мне нужна, я ее люблю, я его люблю. Понимаете? А они даже не знают, что такое любовь. Они знают, как зависеть от папы и от мамы. Именно поэтому муж или жена для них становится единственный, понимаете, единственный. Единственными могут быть только мама и папа. Поэтому, если вам кто-то говорит: ты моя единственная, звоночек из оперы созависимости. Дальше иду, ребят. У меня каждый раз телефон блокируется.
Погнали. Развелась, начала встречаться с женатым. Как завершить отношения, не могу найти сил, привязалась. Вот опять, когда нет сепарации, происходит привязанность. Я привязалась, у меня внутри были какие-то дефициты. Например, может быть, был папа, который гулял, может быть, папа, который изменял. И вот внутри вот эта вот тяга к мужчине, который избегающий или отсутствует, к своему самому первому мужчине, к папе. Папа изменял маме. И вот это вот знакомое, привычное поведение для девушки, и она выбирает женатого, с которым она чувствует себя так же, как чувствовала с папой. И папа же это самый первый мужчина. И если для нее это знакомо, безопасно, она будет выбирать вот этих вот гуляющих, неверных, полигамных. И там, где идет женская конкуренция, девчонки, смотрите, если мужчина гуляет, это про женскую конкуренцию, про отношения с мамой и с папой. Опять психоэмоциональная сепарация не пройдена, мы на перезагрузке все это вычищаем. Дальше, если мужчина пьющий, если мужчина, злоупотребляющий разными химозными препаратами, зависимости у него, если он игроманит, если он мамин сын, это все о чем? Если он никак не может от бывшей отстать, ее фотографии у него там где-то постоянно он их хранит, смотрит, у себя в соцсетях их выдерживает, он с ней постоянно на связи, он с ней постоянно, он говорит, я с ней дружу. Какой нахуй дружу? Вы расстались. Это о чем? Это про женскую конкуренцию. И как раз корень, первопричина, это про то, чтобы найти вот эти вот моменты болючие. Почему, когда было в детстве больно, чью боль я вот тащу? Может быть, я отыгрываю роль мамы, выбирая женатых мужчин. Может быть, я сама хочу папу вернуть в семью, поэтому ты будешь моделью моего папы, и я буду тебя забирать у женщины, у той. То есть я хочу тебя забрать. Там, где про женскую конкуренцию, это все отношения с мамой и ее отношения с папой, который был гулямба, либо пил, либо еще какие-то у него были зависимости. Почему мужчина кричит, говорит, у него проблемы, что нет времени? Я бы сформировала вопрос по-другому. Милая, а почему ты терпишь это скотское отношение к себе? Для чего тебе мужчина, который на тебя кричит и говорит, что у него нет времени? Ты, конечно же, скажешь, ну я его люблю. А я до этого выше сказала, что если ты терпишь скотское отношение, если ты несчастна, но ты продолжаешь оставаться в этих отношениях, это как раз отсутствие сепарации, и ты в роли ребенка, ты каждый раз проваливаешься в жертвенную роль маленького ребенка. И кажется, что я сама не справлюсь, я маленькая, мир огромный, другого не будет. Ведь папа и мама единственные. А если папа и мама единственные, то что делать-то? Все, и, соответственно, партнеру тоже, который равно папа или мама в моей голове, перенос происходит, то я на него смотрю как на единственного. А взрослый, зрелый человек скажет, чё, бля, ты на меня кричишь? До свидания, все было вчера. И нет его. До свидули. Будешь проходить мимо, проходи мимо. Поэтому, дорогая, я бы здесь работала именно с тем, для чего тебе мужчина, который на тебя кричит. А еще обожаю наш клуб «Мега поддержка». Про клуб расскажи, Танюш, спасибо. Девчонки, у нас есть клуб выпускников перезагрузки. То есть это сообщество, в котором сливки, самые-самые крутые девочки с перезагрузки. Мы собрали сообщество, мы в разных точках мира. И мы друг к другу ездим, путешествуем вместе, мы обсуждаем разные темы, мы друг другу помощь, поддержка, опора, качественное поговорить, качественное обсудить. Любую тему мы можем обсудить в клубе. Ну и я, конечно же, там
утром, вечером, бывает иногда даже днем, я сама между работой захожу в клуб и смотрю, что же там происходит. Там настолько интересные события, и девчонки продолжают друг с другом расти даже после выхода с перезагрузки. Поэтому я сама обожаю клуб, это мега поддержка. И, девчонки, кто выпускники, если хотите, вы можете присоединиться. В закрытый клуб могут попасть только выпускники перезагрузки. Там другой уровень сознания, там другое качество общения. О да, клуб — это просто супер сообщество. Спасибо, девчули, обожаю вас. Что мужчина зеркалит, когда кричит, что у него нет времени, что и у него проблемы? Почему мужчина верит гадалкам? Ему сказали гадалки, что его проблемы из-за меня, что наша встреча влияет на его дела. Вопрос. Нахуя вам мужчина, который, сука, верит в гадалок? Который сам незрелый, ему кто-то будет говорить, из-за кого у него проблемы. У вас это ролевой рапорт, вот так вот. Вы в него вцепились, потому что вам нужно чувствовать, что вас отвергают и над вами издеваются, роль жертвы. Ему нужно вас абьюзить для того, чтобы чувствовать себя состоявшимся и самоутверждать свой маленький писюн. Вот и все. Можете ему передать эти слова, он меня будет ненавидеть. Он так самоутверждается, это роль агрессора в треугольнике Карпмана. А маленьким писюном может быть реально маленький писюн, низкая самооценка, это может быть невера в себя, это может быть его мочили, сейчас он вас мочит. У вас роль по треугольнику Карпмана жертвы, а у него роль агрессора. Вот он самоутверждается за ваш счет. А вы думаете, что вы ему что-то донесете? Нет, ничего не донесете. Даже если онкологию себе заработаете, а это верный путь у людей в созависимых отношениях онкодиспансер. Особенно те, которые в роли жертвы, и те, которые в роли спасателя. А если даже онкологию заработаете и гикнете, не дай бог, все равно ничего не донесете, потому что у него задача мять вас, издеваться, для того, чтобы чувствовать свое превосходство и чувствовать себя хорошим на вашем невыгодном фоне. Лечиться. Пошли на терапию. Перезагрузка 22-го стартует. Ссылку оставлю в шапке профиля, для того, чтобы вы успели записаться и получить самую сладкую цену, пока я не начала продажи. Привет, красота, привет, привет. А я на перезагрузке это прошла. Перестала молчать и терпеть скотское отношение мужа. Стала говорить ртом и прямо: мне так не нравится, со мной так нельзя. И это работает. Казалось бы, что это просто слова. Нет, когда ты взрослеешь, милая, меняется отношение к себе у тебя в первую очередь. И как следствие, ты уже скотское отношение не терпишь. И ты это говоришь, ты это научилась говорить здоровым путем. Не вот такими игрищами созависимыми, а когда ты прямо ротом говоришь: сделай, пожалуйста, вот так, пожалуйста, не делай, мне такое не подходит. И у человека есть выбор. Либо он продолжает это делать, идет нахуй на всякий случай, либо он перестает это делать, и, собственно, у вас мир, лад и жвачка. Спасибо, дорогая, что делишься. Иду дальше читать ваши сообщения. Еще много вопросов, но я не успеваю. Эфир у нас уже мало времени осталось. Дальше. Как реагировать, если родственники мужа говорят: ты изменилась, стала неудобной? Обычно такое бывает, когда после перезагрузки женщина вырастает. Раньше она была такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, удобная, управляемая, и там иди туда, принеси то, сделай все, принеси, подай, иди нахер не мешай. И вот женщины хавали, ты кушали. В итоге после перезагрузки, хопа, бац, и выросла. И она реально изменилась, она перестала быть ребенком, она стала женщиной. И ей родственники говорят: ты как-то изменилась, что-то с тобой не то. Раньше ты была удобная, а сейчас неудобная. Ты говоришь: спасибо, милая. Я так много усилий приложила для того, чтобы пройти взросление. Спасибо. Да, я тебя обниму. То есть не оправдываться, не говорить: да нет, вам показалось, это я раньше другой была, это я раньше тупой была. Поблагодари. Спасибо. Да, это так. Согласилась и на лопатки уложила того, кто пытался тобой манипулировать, управлять за счет того, что ты какая-то другая стала. Иду дальше. У меня вопрос, которых в двух словах не опишешь, но понимаю, что тревожит меня. Милая, если автор этого вопроса здесь есть, я написала... Да, я написала: если вопрос есть, приходите на эфир, задавайте. Если здесь есть хозяин этого вопроса, милая, я здесь, я готова ответить на твой вопрос и на вопросы всех остальных ребят, поэтому задавайте.
выгорело много дел, которые приведут меня к успеху, а встать не могу. Что такое выгорашки? Смотрите, пока мы были маленькие, мы привыкли, что мы смотрим в рот родителям, угадываем их настроение и подстраиваем свое поведение под них, чтобы им угодить. Это было нормой. И нам родители говорили: давай, учись, давай это делай, давай то, и давай быстрее, да ты что, ленишься? Вот смотрите, вот если вот эти предписания были, я совсем скоро сделаю вебинар вот с этими родительскими предписаниями. Ох, следите за анонсами, это будет просто машечка продукт, он будет бесплатный, поэтому родительские предписания ждите. И вот одно из них скажу, есть такой драйвер: давай быстрее. Когда родители говорили: давай быстрее, что тебе дела закончились, что ты просто так сидишь, что ты не можешь, что ли? И вот эти вот люди, которых так постоянно подгоняли, или ты что, хочешь быть как ленивый отец, предписание не принадлежи, вот эти люди, они постоянно делают вот так лапками, и они не могут выдохнуть, они постоянно шевелятся, что-то делать, работать, успех, надо выше, пизже, круче. И они постоянно в состоянии, психика у них, возбуждение, эмоциональное возбуждение, возбуждение. У них нет процесса торможения. И психика вышибает, как пробки вышибает. И в это время... Не хочу. Нет. Ничего не хочу. Мотивации нет. Мне уже ничего не надо. И знаете, вот это вот состояние резкого торможения, когда тебя вышибло, так твой мозг спасает себя, чтобы не было инсульта, инфаркта, чтобы физика твоя не сгорела. Мозг таким образом дает защиту. Поэтому, если вы вдруг довели себя до эмоционального выгорания, просто уже сходить куда-то на массаж, куда-то сходить отдохнуть неделю не сработает. Это может выбить вас буквально даже на полгода. Здесь очень бережное отношение к себе. Здесь максимум отдыха. Отдых, убрав свои телефоны, убрав работу, дать себе выдохнуть. Просто разгружать голову. Не знаю, собирать пазлы, смотреть сериал, гулять, путешествовать, бегать, спорт, то есть повышать гормоны счастья. У себя на перезагрузке я даю на первой неделе как раз вот эту информацию по инструментам, как повысить гормоны счастья. И когда вот эти вот гормоны счастья вы повышаете, у вас появляется чуточек силы. И дальше научиться делать шаги в сторону себя. Научиться, самое главное, вот этому ровному дыханию. Возбуждение эмоциональное, что-то поделала, пошла в торможение, потупила. Возбуждение, торможение, возбуждение, торможение. Если вот это вот четкое биение, как сердце, будет, как в кардиограмме, возбуждение, торможение, у вас не будет выгорашек. Но если выгорашка уже есть эмоционально, милый, можешь мне написать в директ, мы с тобой подробнее это все обсудим. Но смысл тот, что быстро это не пройдет. Если накатило, то да. Более того, если ты и это будешь игнорировать, то дальше будет: я начинаю заболевать, либо начинается травмирование себя. Я сама себя ругаю за то, что мне бы затормозить, но я себе не разрешаю. И начинается аутоагрессия, агрессия направлена на себя. И в это время идет: машину разбила, себя там покалечила, ногу поломала, или еще что-то произошло. Конфликты идут с другими, то есть вот это вот нетерпимое состояние. Нервная система, короче, идет по одному собачьему месту. Поэтому, если выгорела, пиши мне в директ, я тебя направлю, а общий смысл ты уже поняла. Полгода не было секса. Бывший муж предложил: можно ли для здоровья с бывшим. Тут смотря какая у тебя цель. Если у тебя бывший муж прям толковый, все прям круто, только вопрос, почему вы тогда расстались, да? И если имеет смысл с ним продолжить, может быть, там на терапию пойти вместе, да, чтобы решить вот те старые проблемы, и, собственно, на сексе вы сможете снова сблизиться. Но если между вами вообще взаимопонимания нет, если вы нифига не работали над своими отношениями, и если невозможно вот эта дальнейшая работа над отношениями, то вот этот вот разовый секс, он вас склеит, вы снова сойдетесь, будет очередной камбэк, здравствуй, созависимые отношения. Опять не сепарированная барышня, потому что бывший муж единственный, а единственный только мама и папа.
И получается, что мы опять сошлись, а проблемы-то наши не решились. Снова будут драки собаки, и опять будут конфликты, и снова будет расставание. Так люди ходят круг за кругом. Посрались. Смотрите, в зависимых отношениях как бывает. Сначала медовый месяц, все хорошо, потрахались, да? Потом нарастает напряжение. Потом оно доходит своего апогея, и происходит разрядка. Все выдало ему, он выдал. После этого у вас происходит разбег, потом у вас начинает опять колбасить, вам хочется к этому человеку, потом снова вы сходитесь, у вас камбэк, снова на новый виток того же самого, цикл новый запустился. Снова будет медовый месяц, снова будет нарастать напряжение, снова будет апогей, снова разрядка, скандалы, драка, снова будет разбег, снова будет заскучали, снова будет... И вот так вот люди по кругу ходят. Кто-то ходил, поставьте плюсик, кто знает, что такое, когда, блядь, и вместе плохо, и врозь плохо. Вот это прям признак не сепарантов, это признак созависимых отношений. Поэтому, мои хорошие, на перезагрузку прям вот самое то. И более того, вам перезагрузка оптимизирует средства на терапию, потому что она заменяет года 3 терапии, одна перезагрузка заменяет. Дальше иду. Так. В общем, отвечая на вопрос, если я пересплю с бывшим мужем для здоровья, если хочешь с ним сойтись, спи. Если ты понимаешь, головушка своей, что там нет ничего хорошего, ничего невозможного, вопрос, нахуя Казя Баян? Тебе что, мужики кончились? Иди посмотри, сейчас мне девочки начнут. Я без чувств не могу. Я вот хочу, чтобы отношения были, потом в отношениях можно и паса. Девчонки, взрослеем. Вам родители, мама и папа это когда-то вменили в голову, когда вам было 14 лет, чтобы вы в подоле не принесли к родителям к своим. Но сейчас-то вам уже не 14 лет, чтобы и паса только исключительно в отношениях и только когда, если у тебя есть муж. Нет. Секс это покормить тело, так же, как покормить себя едой. Блять, бывают, я знаю семьи, когда, допустим, у него мужская дисфункция, она его любит, но без секса она жить не может. Хорошо, она пошла, покормила, но семью она не разрушает. Но у нее есть стабильный партнер, который только для секса. То есть, вы понимаете, вы сейчас скажете, это как, это же блядство. Смотрите, вот эти вот оценки, блядство, правильно, неправильно. У вас сейчас идут опять голоса, которые вы слышали при воспитании. Опять отсутствие сепарации. У кого они есть, напишите, что говорят ваши голоса. А взрослый человек четко понимает, есть моя физиология, и я в ответе сам за то, чтобы быть сытым. Сытым здесь, сытым здесь, сытым везде. Понимаете? И здесь, милая, к хозяйке вопрос обращаюсь, это твоя зона ответственности быть сытой. Мужчины не кончились, их много. И если ты идешь выбирать, только выбирай, пожалуйста, не из одного единственного, опять из говна и палок отношений состряпаешь, а иди выбирать из изобилия. 1 – это соза, единственный, значит, мама или папа. 2 – это шизофреноген, где то ли этот. Вот от 3 начинается выбор. От 3 до 30 перебери мужчин. На 100 свиданий сходи. 30 мужчин во френд-зону переведи и выбери того, с кем тебе будет вкуснее всего, с кем тебе будет интереснее всего, с кем тебе будет комфортнее всего. Сейчас у многих просто в обморок сейчас попадают от слова. Как это так? Это же блядство. Опять. Здравствуйте, мы слышим в голове голоса. Здравствуйте. Вот всех вот этих вот родительских или каких-то голосов, которые вот мы слышим, гул в голове, всех отправляем в сад и задаем себе вопрос, а я где? Что я хочу, что хочет мое тело, что хочет моя душа, где я в этом. Но бомба, пишет парень. Ахаха. Смогла ответить на вопрос. Поэтому хочется потрахаться с бывшим. Хочешь обратно? Вперед. Но ты там уже была, ты знаешь, к чему это приведет. Чудо не свершилось. Обожаю твои эфиры. Хочешь жить по-другому? Значит, иди выбирай из изобилия.
Иду дальше, следующий вопрос. Как реагировать... это я уже читала. Ща. Главные признаки, что сепарация прошла успешно. Еще раз. Первое. Я живу на своей территории. В своей квартире. Либо арендую на свои заработанные деньги. Комнату, либо квартиру. Второе. Я могу сама себя обеспечивать. Некоторые люди выходят замуж или женятся при том, что не умеют зарабатывать. Но поздравляю, от одних родителей, от мамы и папы, эта девушка может условно перейти к другому папе, который ее возьмет, вот в дом приведет, у него будет этот ребенок, на котором он женился, и этот же ребенок великовозрастный может еще других детей настрогать, принести, сказать: ну вот нас воспитывай теперь, нас расти, нас корми, нам это надо, там то надо, реши вопросы. То есть, если ты умеешь решать самостоятельно вопросы, то ты сепарант. Если ты не умеешь самостоятельно решать вопросы, ты ждешь, что придет кто-то взрослый, мама, папа, муж, жена. Ты говоришь: я не знаю как, я выше головы прыгнуть не могу. Ты не сепарант. А если ты можешь самостоятельно вопросы решать, то ты сепарированная. Дальше. Если ты до сих пор сыпешь оценками, это неправильно, я так не думаю, я так не считаю, так не должно быть. Смотрите, неправильно, не должно быть. Этот хороший, а этот плохой, а это вообще проститутка насосала. А этот, фу, нищеброд. Да, он правильно поступает. Вот это вот все разговоры не сепарантов. У сепаранта есть четкая цель, у взрослого. У него есть четкое понимание, чего он хочет. Есть критерии, что будет показателем того, что он достиг, реализовал это. Он выбирает целевые действия, которые его приближают к этой цели. Ну и, собственно, не выбирает тех действий, которые отдаляют его от этой цели. Чувствуете разницу? Эти сидят в эмоциях и сопли жуют. Объясняют свои действия действиями другого человека. Вот я бы развелась, но он потом детей у меня отнимет. Я бы от него ушла, но он меня побьет. Я не могу, боюсь насилия. Я не могу зарабатывать, он меня на работу не пускает. Смотрите, эти люди объясняют свои действия действиями другого человека. Это о чем? Опять не сепарант, не взрослый, не отдельный. Я всегда в зависимой позиции. Эти люди, они вот прям в точку сидят в треугольнике Карпмана в созависимых отношениях. Дальше. Они всегда будут не сепаранты. Они будут всегда объяснять причину, почему нет, но они не найдут ни одной возможности. Они будут смотреть в проблему и сживать эту проблему. Вот проблема вот такая, вот здесь вот это не получилось, тут то не получилось, и это, сё, 5, 10. И они из пустого в порожнее переливают много слов, а толку нет. Человек сепарированный, он не смотрит в проблему, он смотрит в ее решение. В НЛП есть такая фраза: рамка проблемы, рамка решения. Вот он будет смотреть, взрослый сепарированный, в решение. Он не будет ныть, скулить, он скажет: так, я что могу сделать прямо сейчас для того, чтобы решить этот вопрос? Все. Дальше. Сепарированные, у них здоровые отношения с родителями. Если вы скажете: у меня мама мой самый лучший друг, она самая лучшая моя подруга, и я с мамой делюсь всем, поздравляю, это не сепарант. Мой папа козел, он не принимал участия даже в моем воспитании, он знать не знает. Я его не считаю отцом даже, я его по имени называю Рафаэль. Так я говорила про папу своего до 30 лет. Я была не сепарант. В 29 лет я съездила к папе на могилу, а я папу вообще не помню, мне было 1,5, когда они с мамой расстались. И я приняла папу. И это о чем? О том, что я перестала выбирать тех мужчин, которые вели себя как мой отец. То есть я проработала, отпустила эту ситуацию. И теперь у меня прелестные отношения в моей душе с моим покойным отцом. Я могу сказать, что я люблю папу искренне. Смотрите, сепарированный человек, он искренне любит маму и папу. Но он никого не переделывает, он никому не соответствует, психоэмоционально он отделился.
он никому не подмахивает, он ничего мнения не боится, у него есть своя собственная мораль. Если мама и папа даже не согласны, он говорит: мам, папа, я вас очень люблю, вы можете не соглашаться, но это мой выбор. Опаньки. А человек не сепарированный, он будет биться головой об стену, доказывать, спорить, драться, ругаться. Именно так я себя вела раньше, когда была не сепарант. Вот, это вот ключевые признаки несепарации. Еще, знаете, вот хочу отдельную сказать тему, когда моя мама лучший друг или папа лучший друг. Это та же самая обратная сторона той же самой медали. Папа, мама пошли в жопу, я вас знать не знаю, знать не желаю. Моя мама и папа, вы лучшие, вы прям для меня пример. Это тоже отсутствие сепарации, потому что в это время вы будете соответствовать маминым, папиным ожиданиям, вас в это время нет. Я не отдельная, я не могу жить свою взрослую жизнь. У таких людей сложности в создании семьи, если даже они там чудом успели жениться или выйти замуж, они так и будут к маме, папе бегать, спрашивать, какие обои на стену налепить. Вот, так, по этим вопросам я тоже вам прошлась. Следующий вопрос у меня остался. Как не обижаться на родителей, когда начинаешь копаться в себе и видеть привычки, которые мне в себе не нравятся, понимаю, что это от мамы? Смотрите, есть мама и папа, есть я. До 18 лет я в их системе. Я в их квартире, в их доме, по их правилам живу. Вот в это время я пока не смышленыш, глупыш, я могу набрать от них их сценариев, установок, убеждений, программ. Дальше, свои какие-то боли, свои страхи они нам вселяют. Но не потому, что они нам хотят плохого, а потому, что они хотят нас обезопасить, они как-то нам хотят по-своему счастья, добра. Вот так они нас любят, как умеют. Потому что они не учились быть воспитателями, они не учились быть педагогами, они не умеют, они любят, как умеют. Их задача обезопасить нас. И вот они нам вменяют это все. После 18 лет моя задача стать отдельным. Вот в это время, когда я отдельная, меня не колбасит, меня не канаёбит, меня никак не корябает и не трогает. Что мне мама вменяла? Я четко могу отделить: мама, это твое, а это мое. Но если я до сих пор ношу в себе мамино поведение и говорю: мам, все из тебя, из тебя, из тебя, из тебя, фу тебя, вот ты меня научил, все из тебя, ты плохо воспитала. Взрослеем. Значит, там остались корешки в психоэмоциональной сепарации. Значит, там еще ты не отдельная, милая. Поэтому четко разделить: вот это мама, это ее мораль, вот это я, а где моя мораль? Что для меня допустимо. Но для того, чтобы отделиться, нам необходимо пройти путь. И вот я как раз создала свою перезагрузку, свой легендарный флагманский продукт, как раз для того, чтобы отделиться, чтобы люди могли взрослеть, чтобы люди за 2 месяца могли пройти вот это отделение, стать взрослыми, для того, чтобы идти дальше в свою счастливую взрослую жизнь. У взрослых есть деньги, у взрослых есть секс, у взрослых всегда есть продукт, что они создают, и это не фекалии. Вот если у вас чего-то вот этого нет, денег, либо очень мало секса, либо продукта, который вы создаете, вот это о том, что вы где-то, у вас корешочки там в сепарации, вы их не отделили, вы где-то еще там остались. Дальше читаем, мои хорошие. Какие главные признаки, что... это я уже ответила. Если у родителей есть пагубные привычки, я не могу просто смотреть на это. Выходит, я не сепарирована. В психологии даже есть такой термин «дети алкоголиков». И это отдельная статья. И ваши родители когда-то, когда шли на это воплощение, они выбрали этот путь быть алкоголиком, быть зависимым. И это их выбор. И вот здесь отдельная терапия, милая. Это очень серьезная штука. Это роль спасателя, когда я безостановочно бегу спасать свою маму или папу. То, что они в запой ушли, то, что они там, не знаю, какая-то там кома у них наступила, что-то у них отвалилось или еще что-то.
но они сами создают эту жопу, а я потом иду эту жопу расхлебываю. Здесь необходимо смотреть индивидуально, здесь смотреть точечно, потому что, с одной стороны, мы родителей бросить не можем. Не можем, потому что это наши родители, если они немощные. Но если наши родители головушка соображает, если у них физика работает, то они такие же взрослые, как и я. То есть один взрослый не будет за другого взрослого жить жизнь. И вот здесь научиться разделять. И здесь, милая, я бы тебе порекомендовала посмотреть в терапии, где все-таки те моменты, где мое участие необходимо, а где все-таки я буду отстегивать паразитов от себя, кто на мне сейчас пытается паразитировать. И вот у этих ребятушек, которые дети алкоголиков, у них тяга спасать, потому что с детства они знали, что кто, если не я, они сейчас поубивают друг друга, они там на снегу замерзнут по пьяни, они там по пьяни, не знаю, пожар устроят или газа надышатся. То есть это постоянный контроль, это постоянное напряжение. И здесь прям глубокая терапия нужна. И это не просто так я посмотрела и на самовывозе, а очень глубоко рассуждать, глубоко смотреть, и погружаться в свою боль, погружаться в свою ответственность, отделять от себя ответственность родителей. И вот так постепенно проходит сепарация. Но это не вот так разом пошла, там одну перезагрузку прошла и все. Нет, так не бывает. Это процесс. Поэтому, мои хорошие, сейчас у нас время уже остается мало. Я буду завершать эфир. Если у вас есть вопросы, давайте задавайте. Если нет, на ваши вопросы я ответила. И что я хочу сказать? Ребят, кажется, что сепарация – это общее слово. Но на самом деле это основа, чтобы мы могли быть полноценными людьми. Мама-кошка, когда растит своих котят, она учит залазить по деревьям, прижиматься к земле, прятаться, подкрадываться, чтобы напрыгнуть на птичку. Для чего? Для того, чтобы у маленького котенка, когда подрастет, был навык самостоятельности, чтобы котенок выжил в этом мире и прошел свой естественный отбор. И что происходит, если естественный отбор котенок не пройдет? Его сожрут, его задерут, он просто пропадет где-то во дворе. Так работает животный мир. Человек – это тоже биолого-социальное существо. И у нас есть биологическая вот эта животная часть. И на уровне животном своем, и на уровне интеллектуальном наша задача, эмоциональном, пройти вот это отделение. И кто такие родители, хорошие родители? Это не те, которые квартиру покупают своей доченьке или машину на 18-летие. Это те, которые, как кошка, научают своего ребенка навыку самостоятельности, чтобы, будучи взрослым, мы могли проходить естественный отбор и подниматься по социальной пирамиде, чтобы не стать социальным кормом и отбросами. Почему? Потому что человек, у которого нет этого навыка самостоятельности, он остается ребенком в теле взрослого мужчины или женщины. И получается, естественно, отбор они не проходят, они не могут строить семьи, они не могут создавать продукт. Они даже если детей настрогают, они там бросили и все. А что, алименты, что ли, надо ребенку платить? Или мама кукушка подкинула своим родителям, родила и скинула. И там, я там личную жизнь строю, мне там научиться надо работать, сама куролесить где-то по клубам. Понимаете, да? Вот это как раз про сепарацию. Если вы скажете, у меня вообще все пройдено, я все за всех решаю, все за всех знаю, да, и я очень образованная, очень правильная, у меня 33 бизнеса, но если ты живешь чужую жизнь, а не свою, если ты живешь своими сотрудниками, своими детьми, своими мамой, папой, мужиком своим, но тебя нет, поздравляю, ты не так сильно отошла, не так далеко отошла вот от той девочки, которая как кукушка своих кукушат подкинула маме. Это та же самая песня. Только в сепарации, вернее, среди тех, кто ее не прошел, есть две крайности. Есть инфантильные люди, которые за себя ни за себя, ни за кого не хотят ответственность брать. Вообще ответственность никогда не слышали. И есть гиперопекающие. Это два конца одной палки. Вот как раз гиперопекающие, они будут брать ответственность за всех, за кого угодно, но только не за себя. Поздравляю. И те, и другие ребятки, это отсутствие сепарации.
То есть я не отдельная. Где-то там в детстве осталась старая боль, которая дает о себе знать. И я словно застрял в своем развитии, не могу идти дальше. И вот так вот прокручивает колесо, я больше и больше зарываюсь. Ну и получается, что кризис за кризисом. А кризис он не для того, чтобы убить. Кризис он для того, чтобы подсветить тебе то место, где у тебя корешочки остались. Увидела, достала корешочки эти, прошла вот это отделение, и идешь дальше, жить свою прелестную, счастливую жизнь. Ребят, кто хочет на перезагрузку, пока продажи не открыты. Вы можете заполнить анкету предзаписи. Она у меня в ссылке в шапке профиля. Ну и вы успеете, когда начнутся продажи, вы успеете схватить самую сладкую цену. Все, на этом эфир завершаю. Можете его переслать тем, кому это будет полезно. Ну и на связи. Обнимашки. Пока. Так, 5 секунд. Я еще не выключила. Сейчас я выключу здесь. Выйти. Завершить видеочат и выйти.